Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, где же правильно хранить деньги, чтобы они в вашей жизни приумножались. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, проанализируйте и подумайте о том, где же все-таки вам лучше всего хранить деньги. Далее в этом видео мы поговорим более подробно. Друзья, если вы предпочитаете держать свои накопления дома, то вы можете создать хранилище, это может быть все что угодно, где ваши деньги действительно смогут приумножаться в несколько раз. И в этом видео мы поговорим именно о местах силы в вашем доме. И вы должны понимать о том, что денежная энергия, она способна взаимодействовать с энергетикой окружающих вещей. Именно поэтому хранить деньги следует в специально отведенных местах. Многие люди на протяжении многих лет не могут избавиться от такой проблемы. Это, наверное, важная проблема у многих людей. Это безденежье, это нищета. И порой причина кроется просто в неправильном хранении денег. Поэтому, если вы хотите увеличить свой доход, то ваша главная, наверное, и основная задача создать не только безопасное, но и энергетически сильное хранилище. И вы знаете, лучше всего, если вы будете деньги хранить в зоне богатства. Зоной богатства считается юго-восточная часть дома или вашей квартиры. Однако недостаточно просто найти денежную зону. Важно еще и создать наиболее благоприятные условия для денег. Вы должны понимать, что хранить деньги на открытом месте в доме не самая хорошая идея. Поэтому лучше всего, если вы будете хранить деньги, используя определенный тайник. Например, это может быть шкатулка, но шкатулка-то должна быть качественная и не дешевая. Также не старайтесь хранить деньги в каких-то старых коробках или заворачивать их в бумагу или в газету. Вы должны понимать, что деньги любят в первую очередь уважение. И деньги в первую очередь это не банкноты, которые вы привыкли чувствовать, считать, покупать что-то на них, а это в первую очередь денежная энергия. Поэтому не стоит хранить деньги на открытом месте. Поэтому и бывает так очень часто, что вы могли, допустим, принести деньги домой при получении зарплаты, аванса, неважно, или вам вернули долги. Многие люди просто любят оставлять их на столе или на какой-то тумбочке. Не стоит этого делать. Да, бывает так, что вы зашли, вам срочно позвонили, но постоянно держать так деньги нельзя. Конечно же, для хранения, например, монет, конечно же, если мы говорим о монетах, то вы можете использовать, например, вазу. Но если вы используете вазу, то присмотритесь к вазе глиняной или к фарфоровой. Потому что солнечная энергия, она способна усиливать энергетику денег. Поэтому лучше такой сосуд хранить лучше всего на подоконнике. И старайтесь пополнять такую вазу каждый божий день, чтобы ваши финансы постоянно приумножались в вашей жизни. Конечно же, определившись с местом для ваших денег, очень важно, необходимо, чтобы вы навели в нем порядок, освободить его от лишних вещей, сделайте уборку, чтобы негативная энергетика никогда не препятствовала поступлению денежной энергии. Очень важно, чтобы вы полагались на свои ощущения, потому что место, где вы собираетесь хранить свои деньги, должно излучать только положительную энергию. А значит, находясь в этой зоне, вы будете действительно ощущать себя достаточно комфортно, достаточно удачно и хорошо. Также не запомните раз и навсегда, никогда не держите деньги в прихожей, потому что через порог поступает большое количество негатива, который не должен пересекаться с энергией денег. Многие люди почему-то любят именно в прихожей иметь подставочку или тарелочку для денег, потому что они считают, что они, если пришли домой, у них в кармане была мелочь, то они, как правило, выкладывают эту мелочь в эту тарелочку. Но если она у вас в прихожей, не стоит этого
этого делать, потому что именно в прихожей скапливается достаточно много различных энергий. И таким образом постоянно происходит определенный конфликт, который привлекает не очень хорошие энергии в вашу жизнь. Конечно же, многие люди предпочитают хранить деньги на кухне, потому что считается, что именно здесь домочадцы собираются вместе и говорят о каких-то своих моментах хороших, о положительных эмоциях. И также происходит именно на кухне приятное общение, и, конечно же, мы с вами кушаем. И вы знаете, это вот самое, наверное, удачное место для хранения денежных сбережений. Но вы также обращаем ваше внимание, что при желании вы можете украсить место и денежными талисманами. В качестве украшения вы можете использовать статуэтки животных, небольшой аквариум с рыбками или, как вариант, китайские монетки. Но не стоит перебарщивать с декорациями, или так как вы рискуете получить обратный результат. Также обращаем ваше внимание, что сейчас много вот в ТикТоке, в других социальных сетях показывают, как можно спрятать деньги на кухне, там в сахаре, в какой-то крупе, еще. Нет, мы к этому вас здесь не призываем, и мы просто хотим сказать вам о том, что деньги должны у вас на кухне находиться или в шкатулочке, или в красивом конвертике, желательно красном конвертике. Деньги должны быть все расправлены. Это очень важно. Кроме того, заведите такую привычку, если вы собираете на какие-то цели деньги, завести подсчет денег. В том числе не только сколько вам поступило денег за какой-то определенный период, но и также на что вы тратите деньги. Потому что помните простую поговорку, что деньги любят счет. И это не просто громкие слова. Дело в том, что действительно деньги любят, когда с ними работают, когда с ними правильно и умело обращаются. Потому что таким образом деньги действительно к вам приходят, потому что, знаете, денежная энергия, она очень тонкая. Мы не говорим здесь о банкнотах, мы именно говорим о деньгах. Поэтому, пожалуйста, к деньгам всегда относитесь с большим уважением. Даже если у вас такая ситуация получается, что, например, вы на работе получили зарплату, и вы рассчитывали на какую-то премию, но премию вам не дали. Вы очень сильно расстроились и начали вот очень злиться, завидовать вашим, например, коллегам и так далее. Вот здесь этого ни в коем случае нельзя делать. Да, возможно, вам неприятно, возможно, это несправедливая по отношению к вам ситуация. Но вы должны понимать, что в этой ситуации, возможно, высшие силы, ангелы-хранители проверяют вас, и вы должны сдать какие-то определенные уроки для того, чтобы получить в дальнейшем больше денег. Поэтому, если вы получили зарплату голую, как говорится, без премии или какого-то вознаграждения, без материальной помощи, то в этом случае, пожалуйста, не расстраивайтесь. Да, очень тяжело воспринимать и понимать, когда вы рассчитывали на какую-то определенную сумму денег. Но поблагодарите высшие силы, поблагодарите Бога за то, что у вас есть, и попросите по помощи и финансовой поддержки в будущем. И обращаем внимание, что эта помощь к вам обязательно придет. Главное, чтобы вы сами не опускали руки, потому что как только вы опускаете руки, энергия это ощущает. И вообще вот этот тонкий энергетический мир, он очень чувствителен по отношению к нашим вибрациям, потому что мы с вами на физическом теле очень чувствуем только материальный мир. Мы можем, потому что в материальном мире мы, допустим, можем пощупать, попробовать, понять. В энергетическом мире все происходит по другим процессам и по другим законам. И нам эти законы очень сложно понимать. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами в этом материальном мире жили немножечко по другим законам, по законам Вселенной и высших сил, а не то, что нам кто-то либо навязал. Также обращаем ваше внимание, что постарайтесь хранить деньги подальше от каких-либо электрических приборов, от фотографий и даже книг, потому что именно эти предметы могут являться для денег, которые у вас есть, источником негативной энергии и таким образом затормаживать денежные потоки в вашу жизнь. А если вы этого не хотите, значит вам нужно подальше находиться от электрических приборов, от фотографий, книг и
также научиться, что у вас для фотографий, для тех же каких-то книг, которые вы в данный момент не читаете, они должны быть все разложены у вас по полочкам, сложены, на них не должна собираться пыль. Это очень важная информация, потому что все-таки многие люди игнорируют эти простые места в своем доме. Друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации были для вас очень полезны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.